Привет, командиры! Вы на канале David Games, и сегодня мы погружаемся вновь в легендарную стратегию CNC Generals Zero Hour. Готовьтесь к эпичным сражениям, хитрым стратегиям и крутым тактикам. Сегодня мы с вами будем лицезреть бой между моим подписчиком Ромой Дакаром. Он из Украины, город Бровары, если я не ошибаюсь. Под бирюзовыми цветами играет за Китай танки на верхней позиции карты ТДшки. Против него стоял игрок под никнеймом Джедж. Честно, даже не знаю, что это за игрок такой. Играет он за ванильного Гла, генерала на нижней позиции этой карты. Не забываем прожать лайк, подписаться и включить колокольчик, чтобы быть на шаг впереди в битве за победу. Также не забываем заходить на Twitch канал для просмотра стримов и игры. Также и Трова канал у нас существует точно для таких же целей. Ну что ж, у нас игра уже стартовала. Джедж начинает играть агрессивно. Рабочие разбегаются сразу по флангам. И в центре также уже есть каркас норочки, пока Рома не реагирует на них. Сам же Рома свой командный центр не продавал, отправляет бульдозер на правый фланг в надежде остановить постройку норы, но не успевает. И здесь уже есть два ракетчика, которые, скорее всего, что первый бульдозер уничтожат. На левом фланге у нас ситуация похожа, повторяется, не успевает Рома уничтожить постройку норы, остановить, и два ракетчика его ликвидируют. Следом уже выезжают танки-драконы. На правом фланге танк-дракон все-таки сжигает этих двух ракетчиков и сжигает вышку справа. Не успевает Джедж среагировать. Слева у него ситуация повторяется. В этот раз уже за Ромой начинается контроль флангов. Справа вышка уже уничтожена, и остается следующей целью норка. Слева чуть-чуть некомфортно для Романа, но вышку все-таки он уничтожит. Здесь также имеются два ракетчика, но для танка дракона они не являются проблемой. И остается у нас Джедж с норкой только в центре. По одному ракетчику садит в домик. И побежал вперед рабочим с целью, ну, может, где-то и добежит. Но тут как тут уже встречает аванпост, и просто так туда не проехать. Рабочий раздавлен. На правом фланге продолжается атака от Ромы. Не оставляет шансов на выживание для игрока под никнеймом Джедж. И поехал танк один. Всего лишь его помощник решил свернуть на центр, но там уже его встречает танк-мародер, далеко он не уехал. А вот его напарник, который ехал по правому флангу, все-таки пробивается далее. И сжигает норку. Слева у нас также ситуация похожая, но тут немножко идет с отставанием. На правом фланге ситуация развивается более быстро, и есть два уже мародера. Начинает скрапики собирать на мародерах Джедж. Знает, что достаточно сильны они, если их хорошенечко проапгрейдить скрапиками. И тяжело будет их остановить. Но тут все-таки играет Роман Дакар за Китай танки. Глашнику всегда было сложно, особенно на стартовом этапе, играть против танкистов. Слева не доехал танк-дракон до намеченной цели. Тут также был танк-мародер. И останавливают его продвижение. В центре начинается у нас небольшая заруба. Один танк-мародер выехал против аванпоста, но аванпост, в принципе, легко справляется с этим мародером. Два ракетчика высадились из аванпоста и легко достаточно справились с этой атакой. Сразу же ракетчики сели в домики, и начинается такая небольшая перестрелка из окон, которую пока вроде как, если смотреть по зданиям, ничья. По флангам только здания остались. И пытается Джедж идти в лобовую атаку. Тут неплохая такая группа у Ромы Дакара скоплена, но здесь есть двухдульный танк-мародер, который
в принципе, как семечки, разбирается с каждым из батлмастеров по отдельности, а гатлинги для него вообще не проблема. Тут еще есть два танка батлмастера, и есть уже ЕЦМ-ка, которая просто замораживает этот танк-мародер, и потерян. Потерян. Достаточно ценный юнит для игрока под никнеймом Джедж. Правый фланг у Глашника пока слабенький, но по нему еще Роман Дакар не производил атаки. Вот единственная атака была в начале, которую он с горем пополам, но все-таки остановил. Попытка уйти на левый фланг в атаку. Здесь встречает только один аванпост и атакует небольшими силами Джедж, только 3 квадами. Но один аванпост все-таки слабовато. Слабовато тут в защите играет, но уже подтягивается с центра группа от Ромы Дакара. И все-таки квады один за другим были все-таки остановлены. Есть уже черная Лотос, она с правого фланга бежит в центр, а здесь есть Норочка. Норочка должна ее увидеть, вернее. Поехал таксотрактор домик выселять, но Роман Дакар и на это дело среагировал. Выбегает из дома его ракетчик. Вместо этого садятся ракетчики от Глашника в этот дом. Но там тоже есть танки-драконы. В принципе, как контрмеру, Рома тоже понимает, что центр Глашнику отдавать ни в коем случае нельзя. Это чревато поражением. Делает забегание Рома черным лотосом. Достаточно неплохое. Тут как минимум центр снабжения Гла может быть сейчас под угрозой. Если ничем не будет останавливать, а скорее всего, что ничем не будет. И попытается или захватить, или будет деньги воровать. Тут два, либо первое, либо второе. Так, перехват. Придется продать Глашнику этот ресурсный центр. И временно остается играть только с одним ресурсным центром. А в центре самом тут начинается развиваться баталии. Рома Дакар собирает плотненькую такую группу. Пока вперед не идет. Но судя по тому, что здесь есть танки, оверлорды, прикрытие с ЕЦМ-ками, гатлингами, несколько танков батлмастеров, еще и танки-драконы поехали. Ну, это может быть сейчас очень опасно для ванильного Глашника. Глашник тем более сейчас ослаблен, у него нет ресурсов. Но вот на правом фланге есть нора. И делает забегание Джедж. И ставит достаточно неприятную норку на правом фланге у Романа Дакара. И здесь есть выход прямо на военный завод и ресурсный центр, который, в принципе, может неплохо так атаковать. Ну и сам Роман Дакар уходит в атаку по центру. Скорее всего, что атаку по правому флангу на свою базу он пропустит. Главное, чтобы потом нашел силы остановить это все непотребство из этой норы. И видим, что норка уже все-таки достроена. Роман Дакар прессует, в центре норки уничтожает. На левом фланге у него все нормально, все стабильно, там таких забеганий нет. А вот и контрвыпад от генерала на правый фланг базы Ромы Дакара. И, как я и предполагал, военный завод находится под атакой. Но Рома не стал возвращаться на базу, отвлекаться, не посчитал нужным. Второй свой ресурсный центр Глашник не восстанавливал. Поехал туда танк-дракон, никого не нашел. И понимает Роман Дакар, что только здесь находится база Гла. Сам же Глашник тем временем уничтожает ресурсный центр китайца. Рома пытается защитить свою базу сбросом мин, но мины увидел Джедж и объехал их чуть выше. И далее на очереди уже атака на казарму и электростанцию. Но есть еще одна электростанция, поэтому для Ромы Дакара это не критичная потеря. Заказал мины на центр пропаганды. Внизу тут также уничтожается база у Глашника. И только норки остались, да? На левом фланге норки и на правом фланге норки. И это, возможно, последняя атака для Джеджа. Если у него получится что-то сделать. Но он здесь на минах потерял юниты. 2 от Оверлорда потеряны были. И потерян будет танк Скорпион. И... да, сдается, пытался выживать
на ресурсном центре не получилось. Все-таки вынудил его Рома Дакар сдаться. Надеюсь, вам ролик понравился. Не забываем лайки ставить, подписываться и включать колокольчики. Также заходим на лайв-каналы Twitch, Трова для совместной игры. Те же генералы, а возможно и во что-нибудь еще. Желаю вам быть на шаг впереди в битве за победу. Всем спасибо, всем пока. Я с вами не прощаюсь.